Сегодня 20 сентября 2024 года. И всех приветствую из Одессы. Я решила пойти купить винограда, ничего не предвещало беды. На улице сегодня замечательная теплая погода. Самое время гулять. У нас было пару дней похолодания, ну а сегодня тепло в Одессу вернулось. Ночь у нас была спокойная. Была только одна воздушная тревога. На территории Украины летели дроны, но, к счастью, наш город они обошли стороной. А сегодня, вот буквально недавно, прозвучал сигнал воздушной тревоги. И вы представляете, прошло, наверное, максимум 20 секунд. Я посмотрела в новостных каналах, что это тревоги о том, что был выход баллистики из Крыма. И не успела я об этом прочитать, как в городе раздался очень сильный и очень мощный взрыв. Понятное дело, сейчас война, и в городе часто слышны взрывы, но сегодня как раз был такой взрыв, что по-настоящему испугались все, причем в разных районах города, потому что я сразу получила сообщение от знакомых, где я и все ли со мной в порядке. Как позже посмотрела в пабликах, это был прилет где-то в районе портовой инфраструктуры. Не знаю еще, насколько это правдивые новости, потому что после взрыва буквально прошло совсем мало времени. И говорят, что это была не обычная ракета, а была ракета с кассетными боеприпасами. Вообще не понимаем, как так можно среди белого дня в таком густонаселенном городе запускать ракеты с кассетами, которые могут убить вообще невинных прохожих, детей, как это уже неоднократно было. Но несмотря на события, которые у нас происходят каждый день, и несмотря на весь негатив, все-таки хочется любоваться красотой, хотя бы красотой природы. Смотрите, какие красивые цветы здесь растут. Супер. Целый такой огромный куст. На улицах еще продают арбузы. Сейчас арбузы в Одессе по 18 гривен примерно за килограмм. Цена немножко выросла, были по 15, но это понятно, потому что сезон уже заканчивается. Конечно, когда воздушная тревога, и ты стоишь на улице, и особо спрятаться негде, и у тебя над головой такие сильные взрывы, это действительно страшно. Но главное, чтобы были все целы. Так, городские службы уже подрезают деревья, я так понимаю, наводят порядок. Вообще, в целом, если бы не воздушные тревоги, взрывы, то жизнь кипит, люди продолжают жить. Ну, только начинаешь заходить в новости, читать, что происходит везде, то сразу начинаешь впадать, конечно, в какую-то депрессию, но все уже привыкли и стараются с этим бороться. Сегодня прочитали, что сейчас Киев один из самых загрязненных городов в мире, потому что превышает загрязнение в воздухе в 17 раз норму. И это ужасно. Держитесь, киевляне. Не знаю даже, что посоветовать в таких случаях. Одесса с вами, и всем зрителям из Киева передаем большой привет. Наконец-то в Одессе нормализовалась погода. Пару дней у нас было дождливых и холодных. А сегодня просто было какое-то морозное утро, у нас было 11 градусов тепла, и в квартире было по-настоящему холодно. Но, слава богу, к обеду вот на солнце прям стоять даже жарко. Нам обещают потепление на всю неделю, 23-25 градусов. У нас даже идея поехать позагорать на море, но не знаем, насколько она оправдается, потому что все равно уже чувствуется, что не лето, и погода достаточно обманчива. Я вот иду на рынок и решила пройти через двор.
Некоторым интересно, как живут во дворах в Одессе. Это старый фонд. Здесь площадочка детская есть. Можно даже поиграть. Чистенько люди ухаживают за придомовой территорией, что не может не радовать, потому что когда чисто, это всегда замечательно. На самом деле просто ужас думать о том, какие колоссальные деньги люди тратят на ракеты, на дроны, на оружие, которое убивает, уничтожает, лишает жизни детей, взрослых, зверей, вместо того, чтобы эти деньги вкладывать в что-то полезное, в развитие человечества, в развитие медицины. Сколько всего, во что можно вкладывать деньги, но нет, почему-то человеку всегда хочется уничтожать. Вот. Это были мысли вслух, потому что реально это все уже накипело, наболело. Хочется жить со светом, в тишине, в спокойствии. Хочется видеть улыбающихся детей. А то сейчас идешь по детским площадкам, а у всех детей война. Они кричат: осторожно, воздушная тревога, и прячутся в детские домики. Это такое сейчас развлечение у детей. Это просто нужно снимать и показывать, как сейчас играют дети в Украине. Вчера прочитала новость, что в Украине не осталось уже психологически здоровых людей, потому что из-за войны стресс сказывается абсолютно на каждом человеке. Ну, у зверушек тоже стресс, но вот одесским котам всегда хорошо, потому что они все время лежат на солнце, и они все толстенькие, их любят, кормят, и они ни в чем не нуждаются, да, котик? Ой, хотела погладить, а он убежал, испугался. Это кошка. Несмотря на то, что это видео, возможно, не получилось совсем позитивным, хочу сказать, что нужно продолжать жить, несмотря ни на что, радоваться каждому дню. И желаю всем прекрасного дня, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. Мы знаем, что в Украине есть регионы, в которых гораздо жестче, чем в Одессе. Держитесь, все будет у всех хорошо. Мы это переживем обязательно. До встречи в следующем видео. На момент монтирования видео уже известно об одном погибшем и 7 пострадавших, 4 из которых в тяжелом состоянии. Вот так спокойно себе люди жили, и в город прилетела ракета.